Всем привет! Вы на канале Улетевшие, с вами Кристина, и сегодня я проведу вам короткий рум-тур по нашей старой квартире, которую мы арендовали 6 месяцев, и по нашей новой квартире, которую мы арендовали уже после рождения дочки. А пока мы не начали, прошу вас подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали, поставить лайк этому видео, потому что это поможет продвижению нашего канала, и мы сможем снимать для вас новые интересные видео. Обе квартиры находятся в одном и том же районе, это Виша Уркиса. Виша Уркиса считается одним из самых безопасных районов Буэнос-Айреса, поэтому мы выбрали его. В конце видео обязательно напишите, какая из квартир вам понравилась больше, а мы начинаем. Первую квартиру мы снимали за $1100 в месяц плюс свет, но там сумма совсем была незначительная. А это двухэтажная двухкомнатная квартира с гостиной, кухней и 2 санузлами. На первом этаже сначала мы видим гостевой туалет. Квартира светлая, имеется второй свет, очень много света. Гостиная совмещена с кухней. Хорошие пластиковые окна, они реально защищали и от сквозняков, и от шума города. Охлаждали и согревали квартиру мы с помощью одного кондиционера, хотя в квартире их 3, но он один справлялся с поставленными задачами. Кухня небольшая, барная стойка используется как своеобразный шкаф. Умное использование свободного пространства. На кухне вся необходимая мебель и бытовая техника, включая стиральную машину. Сразу скажу, что переехали мы в новую квартиру именно из-за лестницы, так как с ребенком на руках это небезопасно. Хотя выглядит неплохо, современно. На втором этаже расположен главный санузел с ванной, туалетом и биде. По полу в санузле лежат трубы, поэтому он подогревается, когда используешь горячую воду. Это удобно, приятный бонус на зиму. И первая небольшая спальня с панорамными окнами и односпальной кроватью. Вид на внутренний двор с бассейном. Бассейнов в доме 2, а также несколько гриль-зон, Париж здесь это называется. В комнате также есть шкаф и кондиционер. Здесь у нас жила мама, которая прилетела к нам на пару месяцев погостить. Вторая спальня уже с двуспальной кроватью. Но открою секрет, раньше эта комната была детской, и здесь были 2 односпальные кровати, а в предыдущей комнате стояла двуспальная кровать. Но мы делали перестановку, чтобы было попросторнее. Окно выходит в патио. В комнате есть кондиционер и шкаф, стандартно. Переезжали мы сами. За 6 месяцев нашей жизни в Буэнос-Айресе вещей у нас, конечно, поднакопилось, и поэтому мы вызывали машину большую из чатов, и она нам обошлась в $40. Если бы мы арендовали специальную машину через местные какие-то компании, скорее всего, думаю, было бы намного дешевле. Вторая квартира стоит $850 в месяц, а она трехкомнатная, одноэтажная и больше по площади. Здесь 2 спальни, гостиная со столовой расположена отдельно от кухни, и балкон очень длинный. Так как мы уже переехали, квартира наполнена детской атрибутикой и нашими вещами, как вы видите. Телевизор 65 дюймов, достойный просмотра Гарри Поттера январскими вечерами. И как раз на мой день рождения родители подарили нам робот-пылесос. Я вообще без него как без рук. Большой стол с каменной столешницей.
На кухне есть маленькая зона для завтраков, но мы ее не используем. Вся техника новая, современная. В доме приведен газ, поэтому готовим мы на газовой плите. На полу по всему дому плитка. Первая спальня – это гостевая спальня. В ней есть телевизор, встроенный шкаф и две полутораспальные кровати, одна в одной, размер twin size. Все окна выходят на сторону внутреннего двора, поэтому у нас достаточно тихо. Выход на балкон имеет все комнаты, 4 выхода. Вторая спальня главная с большой двуспальной кроватью, телевизором, встроенным шкафом и выходом на балкон. Мы используем жалюзи, чтобы создать в этой комнате темноту для ребенка, точнее для ее качественного сна. Плюс сейчас лето и без прямых солнечных лучей комната меньше нагревается. Также здесь стоит кровать для Миюши, но она пока предпочитает спать с нами. Пишите в комментариях, пожалуйста, считаете ли вы совместный сон нормой или относитесь к такому отрицательно. Посмотрим на результаты. В этой квартире 2 санузла, один основной с ванной, туалетом и биде. Минусом считаю встроенную душевую лейку в американском стиле. С ней крайне неудобно купать Мию, но Миша пообещал решить эту проблему. И второй санузел гостевой. Здесь размещен только туалет и раковина, но все равно это удобно. В этой квартире мы планируем жить достаточно долго. Из минусов: здесь нет бассейна, нет отдельной зоны, гриль-зоны, париши. Но, однако, у нас есть на балконе свой гриль, он электрический, поэтому пользуемся им. 850 и 1100 долларов – это средняя цена на аренду квартир 2- или 3-комнатных в Буэнос-Айресе в хорошем районе, с нормальным ремонтом, с нормальными стеклопакетами, то есть в достаточно новых домах, при условии, что вы не можете заключить длительный контракт на год или 3 года. Однако, если вы переезжаете в Буэнос-Айрес и начинаете здесь жить и работать, конечно, у вас появляется возможность арендовать такую недвижимость уже намного дешевле, возможно, 450-500 долларов предположительно также, но при условии заключения длительного контракта. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, а у меня на этом все. Всем пока! Отдельно хотелось бы поздравить всех с наступившим Новым годом 2024, пожелать всего самого лучшего, здоровья, счастья и удачи в Новом году.